Димаш Кудайберген – звезда мирового масштаба. Ему рукоплещут Россия, Казахстан, Европа, Америка и Китай. Так, чему в Москву прилетели вообще? Модельная внешность, сумасшедшая энергетика и, конечно, уникальный и выдающийся голос, который некоторые называют не иначе, как «голос небес». При всей своей бешеной популярности у Димаша нет звездной болезни. Музыкант удивительно скромный и сдержанный человек. Певец очень редко и неохотно дает интервью, но для Армана Давлетярова он сделал исключение. Димаш уже откровенно рассказал о своих гонорарах, личной жизни и о том, кем видит себя в старости. Сегодня он готов продолжить делиться подробностями своей жизни. Многие спрашивают, вот ты пьешь или нет? Сәлеміңді берсе, сәлеміңді ал. Как он снимает стресс? Мы, казахи, не напрягаемся. Что думает о российском шоу-бизнесе? И от чего ему приходится отказываться из-за своей бешеной популярности? Понимаете, все, что не делается, все делается к лучшему. Встречайте, Димаш Кудайбергенов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ты вообще настолько сам по себе закрытый артист, а тебе, в принципе, ничего не известно, кроме тех песен и творчества, которые ты даришь людям. Вот я хотел бы сегодня с тобой поговорить об этом в такой домашней, доверительной, дружеской атмосфере. У нас, у казахов, есть такой обычай отдавать на воспитание первенца старшим. И меня воспитывали бабушка с дедушкой. В принципе, мы все жили под одной крышей, но я их зову папа-мама. Получается, родителей зову ага, апа. Для меня моя семья – это все, потому что я где бы ни выступал, где бы ни получал какие-либо награды, это в первую очередь я делаю для того, чтобы лишний раз увидеть улыбку, искреннюю улыбку на лице мамы. Вот, это самая большая награда. Они гордятся тобой? Да. Я горжусь ими, они мною гордятся. Они до сих пор проводят лекции за чаем. Дедушка говорит всегда, типа, не будь таким, веди себя достойно, будь всегда простым. Он не устает это повторять каждый день. А не будь каким таким? Надменным, высокомерным, как нехороший человек. Мои родители, мой отец, мой дедушка, мои кумиры, и они на своем опыте показали, как должны вообще себя достойно вести люди. Я никогда не видел, чтобы мой отец на кого-то поднимал голос. Я не видел, чтобы моя мама с кем-то там ругалась. Конечно, как и у всех людей, бывают моменты недопонимания, но они никогда не переходили за эту черту. Я вообще благодарен своему отцу и родителям в целом за то, что они периодически пытаются гастролировать со мной. Они тем самым поддерживают меня. Классно, в общем, все. Нормально. Это, конечно же, заслуживает уважения и твое отношение к родителям. И, понятно, это, с одной стороны, и воспитание наше восточное, казахское, и то, что тебе родители вложили, уважение к старшим, твоей бабушка с дедушкой. И, наверное, один из залогов твоего успеха – это твое отношение к родителям. Это мое мнение. На этих кадрах юный Димаш в начале своей карьеры. Трогательный и нежный принц. Именно так молодые поклонницы называют своего кумира. У певца огромная армия фенов не только в Казахстане и России, но и по всему миру. С какой страной тебя больше всего ассоциируют твои поклонники, когда ты бываешь за рубежом? С Россией или с Казахстаном? С Казахстаном. Еще с проектом «I Am Singer». Вот мне, как казаху, часто мне приходилось слышать о том, что вот мы, казахи, достаточно такие холодные люди, что как бы не проявляем свои эмоции. Вот как ты, кстати, вот мы сейчас разговариваем, ты же тоже в большей степени все время серьезный, такой собранный всегда. Это вот наша национальная особенность или все-таки это влияние, так сказать, принятого в Казахстане, как про Казахстан говорят, это такой патриархат в Казахстане. Вот как ты считаешь? Честно говоря, даже не знаю, но в Казахстане, чтобы люди не подумали, сразу скажу, что у нас в стране тоже люди умеют веселиться, шутить.
Вести, в принципе, себя не столь серьезно, это не присуще казахским людям немного. У нас все-таки другой менталитет, и я в этом ничего плохого не вижу. Каждый народ немного отличается друг от друга, и, в принципе, это нормально. Нам так удобно, комфортно. Многие спрашивают, вот ты пьешь или нет? Я говорю, ну нет, не пью. А как ты расслабляешься? Я говорю, мы, казахи, не напрягаемся. Вот как-то так. Мировая слава Димаша началась в Китае. Именно там в 2017 году музыкант принял участие в популярном шоу талантов. За год до Славянского базара мне предложили поучаствовать на этом конкурсе, но я отказался от участия, потому что я на тот момент считал, что я еще зеленоватый. До сих пор, конечно, есть пробелы, которые надо заполнить, но на тот момент мне так показалось. И правильно сделал, что отложил на следующий год, и в итоге имею, что имеем. Димаш дошел до финала, но победителем не стал, занял 2-е место. Спустя 2 года певец решил принять участие в еще одном конкурсе «The World's Best», но уже в США. Многие поклонники артиста были уверены, что он станет победителем. Однако в полуфинале Димаш заявил о своем желании покинуть проект. Он сказал, что хочет дать возможность продолжить свой путь на шоу участникам, которые гораздо младше него. Вернемся обратно в Китай. Были наши российские звезды, я знаю, там и Полина Гагарина принимала участие, еще кто-то ездил. И мне рассказывали, что настолько сложный конкурс, вообще физически, эмоционально, что настолько напряжение, какие-то подводные течения, что ты же видишь, наши возвращались коллеги из России, а ты прошел до самого финала. Вот насколько было тебе тяжело? Мне было очень тяжело, потому что на тот момент у меня не было даже репертуара элементарно. У меня были, конечно, концерты, но в Казахстане иногда нет-нет приглашали там за рубеж с одним концертом, но не было такого огромного багажа, где я мог просто сидеть и выбрать одну песню 10-летней давности, которая уже не стала родным. Чтобы спеть на конкурсе, надо иметь хорошую подготовку и хорошую программу. А с программой у меня было немного сложновато. И мне каждую неделю приходилось выучивать новые песни, продюсировать их, строить структуры, делать аранжировки. И надо было еще угадывать, понравится это народу или нет. А что тебе помогло вот выдержать все это, все эти испытания, которые на тебя свалились с этим конкурсом? Конечно, я хотел победы, но я считаю, что 2-е место – это тоже победа. Там разница 0,что-то% и уступить уже состоявшимся артистам, то есть артистке Сэнди Лэм. Она очень большая звезда в Китае. Ты расстроился, что ты уступил? Нет. Вы что? Для тебя 2-е место – это победа была? 1-е место, 2-е место, 3-е место – это не имеет значения. Имеет значение то, что я от этого получил, то, что после этого проекта у меня начались концерты большие, начали узнавать. Вот это и есть победа. А как тебя китайские коллеги восприняли, артисты? Болезненно или позитивно? Они тебя поддерживают, они приходят на твои концерты, или все-таки вставляют палки в колеса или не замечают? Нет. Честно признаться, я не видел ни одного артиста популярного китайского, который вел себя неподобающе, как-то надменно или, как говорят у нас, вот так, с короной на голове. У них такого нету, или мне так показалось. Они все простые, дружелюбные такие. А в России? В России тоже есть очень много очень простых артистов. Тоже есть. Нет, но я к тому, что в Китае... В России я понимаю язык русский, а в Китае китайского не понимаю. И мне прям показалось, что все артисты очень простые. И в России я тоже уверен на 95%, что все артисты тоже доброжелательные, простые. Потому что с некоторыми из них я
знаком и общаюсь не так тесно, но... Ты же видишь, когда человек с тобой играет, когда он лебезит или, наоборот, хочет понравиться, или что-то от тебя хочет, а когда человек искренен. Ты вот различаешь это? Различаю. И как ты реагируешь? Никак. Зачем? Вообще не реагирую. Но у нас, у казахов говорят, сәлеміңді берсе, сәлеміңді ал. Сәлем берген кезде, сәлем алу керексің, міндетті түрде дейді. Переведу. Если с вами поздоровались, вы должны обязательно поздороваться в ответ. Да. И я придерживаюсь к этому принципу и стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми. Я помню этот разговор с Пресняковым. Он говорит, когда я собрал первый олимпийский, у меня, говорит, настолько такая корона появилась в голове, что мне понадобилось, чтобы Агутин дал мне пинок под зад, я головой упал в снег, у меня, говорит, сразу корона упала с головы. В этот момент я понял. Вот были ли у тебя в жизни такие моменты или нет? Омар Хайям всегда говорил, не завидуйте тем, кто удачлив и богат, ведь за рассветом всегда наступает закат. Мы, в принципе, должны понимать, что все, что у артистов происходит, это все временное явление. Я четко даю отчет о том, что сейчас у меня есть концерты, слава богу, есть выступления, узнают. Это, конечно, огромное счастье, надо ценить это. И надо понимать, что все, что мы получаем в этой жизни, на самом деле, это просто испытание. В той жизни это просто ничего. Ни деньги, ни карьера, ни слава, ни личное счастье, там, это вообще ничего не стоит. В этой жизни стоит многое. Для нас это кажется там огромным бонусом, да, то, что у тебя с карьеры все налаживается, то, что у тебя с личной жизнью все налаживается. На самом деле Аллах испытывает. Одному дает все практически, и другому ничего. Для тебя это испытание сегодня, твоя популярность? Испытание. Испытание. От чего тебе приходится отказываться? Ни от чего. Я просто к тому, что это же испытание. Тот, который получил все, он будет благодарен Аллаху. Тот, который ничего не получил, он будет карать его и ненавидеть. Все элементарно. Просто надо жить сегодняшним днем и не забывать, что завтра настанет новый день. И, возможно, завтра же вам придется спуститься со сцены и сесть рядом со зрителями, и чтобы пройти вот этот творческий путь так, чтобы, когда ты будешь сидеть со зрителями вместе, чтобы никто, ни один человек не мог тебе сказать, вот ты был плохим артистом, помнишь, как ты надменно себя вел? Надо к этому стремиться. Ты себя так не ведешь? Я, надменно. по крайней мере, стараюсь. Конечно же, я человек, я вообще самый обычный парень. Я могу злиться, обидеться, допускаю ошибки какие-то, но есть этические нормы, которые должен соблюдать любой артист, я так считаю. Мне сложно было бы что-либо делать, если бы мне говорили так: Димаш, ты должен сегодня выступать в этом луке, или ты должен вот эту песню петь, или должен в этой программе поучаствовать. У нас есть понятие этические нормы. У казахов все-таки другой менталитет, и в некоторых программах я не могу принять участие, допустим, в Европе или в других странах. Вы сами понимаете, к чему я сейчас веду. Есть разные программы развлекательные, немного непристойные, где там матом ругаются, где еще что-то. Я считаю, что это недопустимо. Ну, это мое мнение, если кому-то это интересно. Просто... Ну, это круто, это интересно. Ты артист, на тебя ориентируются миллионы твоих поклонников. И то, что ты им несешь, вот ты знаешь, ты для меня открываешь, конечно, новые горизонты твоей личности. Я понимал, но этого никогда не слышал. Потому что я действительно тебя не видел ни в каких скандалах замешанным. Но вот о чем ты говоришь, для меня это очень близко, и это очень важно. Да, просто я к тому, что артист – это прежде всего пример
для подражания подрастающего поколения. Если ты сидишь и специально ругаешься матом, да, отдельный разговор, когда у тебя случайно вырвалось, и то этого тоже не Кругу стоит. близких друзей. Да, просто я к этому немного по-другому отношусь. И, допустим, маленькие дети, они любят тебя, они фанатеют. И если ты будешь ругаться матом или еще что-то, подавать неправильный пример, кто вырастет? А ты верующий? Да. Но я не читаю намаз, но иногда хожу в мечеть, читаю Коран. Ты умеешь молиться? Не прям так профессионально, но читаю Коран. Ты знаешь суры? Да. У меня бабушка уже на протяжении почти 20 лет читает намаз, пятикратный намаз, не пропускает вообще. Несмотря на то, что у нее ноги болят, она всегда читает намаз, как надо это делать правильно. Сегодня Димаш мега популярен. Не будет преувеличением сказать, что он звезда мирового масштаба. А ведь ему нет еще и 30. Конечно, хотелось бы еще несколько лет проделать работу на сцене. Я понимаю, что это очень сложно. От всей души хочу передать огромный привет и уважение всем тем артистам, которые выступают сейчас на этой сцене на протяжении нескольких десятилетий. Это очень сложно. Очень сложно. Димаш пробует себя в самых разных жанрах, от классики до рока, и легко играет образами. Певец может быть и романтичным, и дерзким, и загадочным, как, например, в своем свежем видео «Golden». Это не просто клип, а целое фантастическое кино. Крутой экшен с головокружительными погонями, перестрелками, драками и, конечно, победой добра над злом. Есть что-то в твоей жизни, о чем ты сожалеешь? Можно сказать, что я не жалею ни о чем. Все идет хорошо. К счастью. Есть что-то, что ты хотел бы изменить в своей жизни? Изменить в своей жизни? Нет. Я доволен всем, что у меня происходит в жизни. Ну, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Вам Знаешь, огромное я спасибо. для себя сегодня открыл тебя нового, очень действительно теплого, Спасибо. откровенного, доброго. И самое главное, что человека, который несет свет. Рахмет, Армана. Я тебе желаю удачи, Рахмет. я тебе желаю новых творческих побед. Рахмет. Продолжай также прославлять наш родной Казахстан, Рахмет. нас, казахов, во всем мире. Береги себя. Аман был, сау был, рахмет. Рахмет, ана.